Ну, теперь, говорит Игнатиус, давайте поговорим об опасности эскалации. Чего опасаются американцы и в связи с чем, и что, в принципе, определяет, вернее, оказывает колоссальное влияние на скорость поставок и номенклатуру поставляемых видов вооружения. Гейтс говорит, так, с сожалением, я думаю, что на каждом шагу мы беспокоились до сих пор о разных красных линиях. Кстати, американцы эти красные линии проводили сами для себя. То есть Путин никогда не говорил, что вот это красная линия. Но когда, я помню, Рябков зам Лаврова ляпнул еще в декабре или в октябре, когда они выдвигали этот идиотский ультиматум НАТО, он там говорил о красных линиях, ну а потом Путин как-то так замолчал. Но американцы, сами оценивая, где возможность эскалации, они сами придумали красные линии, которые, возможно, где-то есть в голове у Путина, и начинали руководствоваться этими красными линиями. Потом, через некоторое время оказывалось, что никаких красных линий нет. И когда их перешагнешь, те, которые сами себе начертили американцы, Путин не отвечал никак. Не было никакой эскалации, то есть Бобик сдулся. Ну и вот, значит, как говорит Гейтс, в связи, вот мы постоянно видели, сами создавали эти красные линии и не предоставляли материальные средства, то есть оружие, которые могли бы позволить Украине атаковать цели на территории России. Но мы также заметили, что Путин довольно неохотно идет на значительную эскалацию. Так вот, мультиками попугать, очередной раз выпустить боевого гнома Дмитрия Медведева, который кричит о том, что мы вас всех уничтожим. Ну а на самом деле никак. Заметили американцы, это по сведению из разведсообщества Соединенных Штатов Америки, а также от пентагоновских аналитиков, за все время вот этой войны ни разу Российская Федерация не передвинула свои ядерные боезаряды таким образом, что это свидетельствовало о том, что они готовятся к применению ядерного оружия. Причем россияне прекрасно знают, что американцы при помощи своих радиотехнических средств постоянно следят за этим ядерным оружием. И если бы они хотели хотя бы напугать так серьезно, то они знают, что нужно передвинуть таким образом, чтобы американцы это увидели, приняли во внимание и испугались. Ну, то есть они даже их реально пугать не хотели, только на словах и только на мультиках. Правда, говорят американские эксперты, что если такие незначительные боеприпасы, ну, по размерам, ядерные, тактические, типа снарядов, которые можно и не уследить при помощи спутников. Но в то же время отмечается, что если бы Россия Путина захотел напугать, то, наверное, он бы переместил какую-то ядерную ракету или бомбу, которую он знал, что американцы засекут и поймут, что дела пошли серьезные. Так он даже на это не пошел. Таким образом, мы также должны задать вопрос, что значит вот эта эскалация? Мобилизация полумиллиона военнослужащих. Это эскалация или нет? То есть, может, он пойдет таким путем на эскалацию, это одно дело. Или же эта эскалация означает использование оружия массового поражения. Я думаю, что это настолько саморазрушительно для России, применение оружия массового поражения, что это не стоит у них на повестке дня. По крайней мере, это очень такая возможность, это очень низкие шансы на то, что она рассматривается серьезно. По поводу Атакамс спрашивает Игнатиус. Один из ключевых вопросов, который уже обсуждается. Должны ли США поставить Атакамс Украине? Ответ. Я думаю, что я готов поддержать это в принципе, если мы сможем достичь соглашения с украинцами о видах целях и дислокации
тех целей, которые они будут поражать при помощи Атакамс. С тем, чтобы эти цели, были приемлемы или комфортны для нас. Имеется в виду, вот, чтобы при помощи Атакамс с территории Украины не были нанесены такие удары по российской территории, которые привели бы к эскалации. Дальше продолжает Гейтс. Если речь идет о логистических узлах, складах боеприпасов и так далее, которые расположены прямо через границу на российской территории, но более-менее близко к украинской границе, или железнодорожные узлы, которые служат для переброски, для военных целей. Я думаю, то стоит поставить Атакамс, и пусть украинцы их уничтожают. Но для этого необходим диалог с украинцами и некоторые реальные ограничения на то, для чего они могут использовать эти ракеты. Я подозреваю, что некоторые из наших слушателей могут выразить неудовольствие, но, господа, кто поставляет, кто дает, кто дарит, тот, кто музыку заказывает, да, ну и так далее. Соединенные Штаты и союзники, это единственная, вот это самая больная их проблема. И поговорим, она возникла еще со времен накануне распада Советского Союза. Это все, что связано с возможностью использования, применения ядерного оружия. Они хотят нанести поражение Путину и России таким образом, чтобы это не привело к еще большей войне, большей проблеме. Игнатьев задает 3 основные вопросы о Путине. Насколько он рационален? Второй. Насколько он изолирован? А это влияет на его иррациональность или рациональность. В-третьих, насколько он уязвим для давления со стороны окружающих его людей. То есть, кто на него влияет? Идиоты типа Пригожина или какие-нибудь там более-менее рациональные люди. Гейтс. Во-первых, он рационально принимает решения. И это понимаете, почти слово в слово с директором ЦРУ. Это ключевой вывод, к которому пришли американцы, несколько буквально месяцев назад. До этого это вызывало серьезные вопросы, то есть его психическое, эмоциональное состояние. А от этого зависит очень многое, в том числе эскалация, возможность эскалации, ядерное оружие там и так далее. Почему он так думает? Тот факт, что Путин не предпринял некоторые эскалационные шаги, то есть реально все сводилось к балабольству, говоря на жаргоне. А реально он не нагнетал обстановку, как мог бы это сделать. Это свидетельствует о том, что он отрезвел, он пришел в себя, и остудила его буйную голову Украина. Раньше, да, он был плохо информирован, но сейчас ситуация изменилась. Почему? Потому что он допустил, для того, чтобы это случилось, он допустил огромные стратегические просчеты и ошибки. Потому что, особо в первые месяцы, он был очень изолирован. Крыша поехала. Сейчас он получает более точную информацию о вызовах, с которыми сталкивается. Но это произошло, он дал интервью вскоре после того, как Герасимова назначили. А я говорил только что со ссылкой на действительно глубоких специалистов по вооруженным силам России в Rand Corporation, что назначение Герасимова опять главнокомандующим, он как раз опять поднимает острый вопрос о том, какую информацию будет получать Путин, потому что есть опасения, что Герасимов, в отличие от Суровикина, будет его пичкать информацией, которую он хочет слышать, а не та, которая происходит на поле боя. И это, по мнению аналитиков Rand Corporation, это практически обрекает предстоящее наступление или контрнаступление, в общем, обрекает российские вооруженные силы в предстоящей битве на поражение. Что касается окружения, важная информация. Окружение Путина. Я считаю, что те советники, которые его сейчас окружают, а это Пригожин, Патрушев, которые, как считается в Америке, наиболее близки к уху Путина,
это еще хуже, чем Путин. Поэтому надежда на том, что вот Путин уйдет и его заменят те, которые рядом с ним, они, в общем-то, могут оказаться очень опрометчивыми. Гейтс обращает внимание, что критика Путина в настоящий момент, она идет в основном с крайне правого фланга. То есть его критикуют те, кто критикует его за нерешительность и недостаточно суровые, жесткие меры. Эти охламоны, они требуют больше крови, больше преступлений, больше бомбардировки. Поэтому, как Гейтс говорит, направлен давление сейчас на Путина как раз в ту сторону, чтобы не на переговоры идти, а чтобы, наоборот, эскалировать ситуацию. Поэтому еще раз подчеркивается, что Путин ни на какие переговоры не готов. Поэтому всякие разговоры о том, что там кто-то за спиной Украины пытается заключить какую-то сделку, они просто безумны и несостоятельны. Гейтс добавляет важную вещь с его точки зрения. За последние 2-3 месяца произошла одна вещь, которую он считает очень важным. Его нарратив, то есть стратегический посыл, который делает Путин для российского народа, кардинально изменился. До этого там шла вот эти денацификация, демаразматизация, ну вот эта вся муть, которую они там плели. Все, об этом забыли. То есть, если вот убрать эти дурацкие все формулировки, которые он сделал, то есть идея, первоначальный месседж для российского народа Путина был простой. В Украине плохое правительство, ну, оно ему не нравится, просто не нравится ему, система не нравится, поэтому мы его сменим, и все будет хорошо. Мы братский народ, мы заживем красиво и счастливо. Теперь же нет, теперь другая, что Запад, используя Украину как инструмент, напал, коварно, злодейски напал на Рашу, и теперь это чуть ли не, и хочет уничтожить Рашу. Поэтому это экзистенциальная война для Раши. Это плохая смена. Плохая смена, потому что на базе этого послания народу можно объявлять, в принципе, полную мобилизацию, ставить под ружье всю страну. Но тут другое дело, насколько это позволит экономика. То есть события и новости с экономического фронта свидетельствуют о том, что это чревато. И тогда Россия скорее еще рухнет. Но тем не менее, теоретически это позволяет превратить страну или попытаться превратить страну в осажденную крепость. Ну и там эскалация вплоть до, сами понимаете, чего. Игнатиус о смене генералов. Но я вам рассказал уже немножко. Кстати, позаимствовал у военных аналитиков и экспертов Rand Corporation, которые считают, что назначение, замена Суровикина на Герасимова перед предстоящей кампанией – это очередная роковая ошибка, вернее, очередная серьезная ошибка для Путина, которая может оказаться для него роковой. По мнению Гейтса, есть реальная проблема в плане тактических, то есть одна из главных проблем, которая стоит перед Герасимовым, состоит в том, что он не понимает, то есть Герасимов не понимает, что ВСУ – это уже армия НАТО, которая действует не так, как это принято действовать советская, то есть сейчас российская армия. То есть если в каком-то смысле тут смешно и интересно, вот они кричат, что они воюют с НАТО. Но даже если забыть о поставке натовского вооружения, то есть они фактически в лице ВСУ, они имеют перед собой армию НАТО. В том смысле, что ВСУ воюет так, тактически на поле боя, как это должна вести себя, значит, армия НАТО. Это гибкость, решение спускается вниз, младшие командиры, сержантский состав. В российской армии фактически нет, как считают американцы, такого института, как сержантский состав. В Соединенных Штатах это костяк, и они принимают решения на поле боя, в отличие от вот этой системы, которая идет еще, да не то что с советских времен, это идет еще с царской России, когда прежде чем
пушкой пальнуть, нужно ждать высочайшего соизволения из царских покоев. Проблема российского командования, значит, российских вооруженных сил, они очень медлительны в принятии решений. Они очень тяжеловесны с точки зрения того, что эти решения принимаются только на самом верху. А и вот сейчас они имеют подготовленную иначе, а сейчас готовятся еще, как мы с вами обсуждали, совершенно новые боевые единицы вооруженных сил Украины, вооруженные новой техникой, оттренированные в последнее время лучшими инструкторами НАТО. И вот сейчас, как говорит Гейтс, перед Герасимовым стоит вопрос о том, что к вот этим людям, которые натренированы как армия НАТО, еще идут поставки новой бронетехники, боеприпасов и особенно умного оружия, высокоточных управляемых боеприпасов и совсем другая система связи. То есть происходит цифронизация. Но дальше очень вопрос, который всех вас, дорогие друзья, волнует, беспокоит. Неоднократно вы меня это спрашивали. Сейчас вам умный человек на него ответит. Я имею в виду Гейтс. Что произойдет с Россией, когда она потерпит здесь поражение? В Украине. Наступит ли у нас период беспорядка, раздробленности? И насколько это может быть опасно для Соединенных Штатов и наших союзников в Европе? Гейтс отвечает: Россия уже на данный момент ослаблена на долгое время вперед. Но он имеет в виду, что масса людей погибла уже. Сотни тысяч молодых людей сбежали из страны. Многие из них сбежали на своих машинах, многие из них предприниматели, которые не желают воевать и быть убитыми в Украине. То есть это среди них интеллектуалы, то есть люди, которые могут что-то сделать сами, своими руками, своими мозгами. А остаются пенсионеры и те, которым уже, которые сами не могут наладить себя, не могут начать все с нуля. То есть это, по мнению Гейтса, это потеря огромного ресурса для России. Вот поэтому они сейчас и закрывают выезд из России. Опомнились. Затем уход западных компаний с их технологией. И, как он говорит, они не собираются возвращаться в обозримом будущем, особенно пока Путин находится во власти. То есть это еще удар по экономике, по технологическому, этой технологической сфере. Нет инвестиций. Модернизация российской экономики не будет. Она обречена. И это все то движение, с которым Россия двигалась в течение последних лет, все это остановлено. Вот прям кондуктор нажал на тормоза, и поезд резко остановился. Кондуктор сошел с ума. И, по мнению Гейтса, пройдет очень много времени, прежде чем Россия сможет оправиться от всего этого. А если еще принять во внимание, что те военные потери, которые понесла Россия, то, как я рассказывал раньше, военные аналитики считают, что Россия уже для того, чтобы вернуть ту так называемую боевую мощь, которая у него была до 24 февраля, ей уже надо где-то десятилетие. Вот после этой битвы ей уже будет надо не 10 лет, а лет 20 для того, чтобы как-то так восстановиться более-менее, если это вообще возможно. Короче говоря, Путин подтверждает мой давнишний прогноз, что это самый успешный агент злобных международных сил, если они есть, который желает погибели России. Большего удара, чем Путин за последнее время, я не знаю, кто мог бы с ним в этом плане посоревноваться. И по мнению Гейтса, пока войска России будут находиться на территории Украины, Запад будет оказывать сильнейшее давление и не будут отменяться никакие санкции. И хотя раньше санкции не оказывали драматического быстрого воздействия, их долгосрочное воздействие на Россию будет значительным. Путин значительно ослабил Россию, возможно, на целое поколение вперед.
вот эта стратегическая фраза, он уже нанес удар по стране на целое поколение вперед. Игнасиус в изумлении: потрясающе. Ну и дальше. Так как же обстоит дело по поводу возможного развала России? И вот Гейтс тут вспоминает собственный опыт. В 1989 году, рассказывает он был сначала министром обороны, затем он был, это было при папе Буше, президенте старшем. Он тогда был помощником, вернее, заместителем помощника по национальной безопасности. И уже они начали получать в 1989 году информацию, что Советский Союз, возможно, будет распадаться. И тогда в Совете национальной безопасности ему, Гейтсу, поручили создать очень секретную группу планирования на случай развала Советского Союза. И она должна была сделать рекомендации, что делать. Возглавляла эту группу Кондолиза Райс, которая потом станет госсекретарем Соединенных Штатов Америки. Главный вывод этой группы заключался в том, что после распада Советского Союза критически важно сделать все возможное для сохранения центрального правительства в России, эффективного, которое могло бы держать страну под контролем. Чтобы сохранить контроль над территорией, на которой тогда находилось 40 тысяч единиц ядерного оружия. 40 тысяч. И среди них были портативные ядерные заряды, о которых рассказывал потом в свое время генерал Лебедь. Он тогда вообще такой ужас тут навел в Вашингтоне, когда начал пугать, что это все в ранце, спецназ мог таскать эти ядерные оружия. То же самое говорит Гейтс справедливо и сегодня. Последнее, что нам нужно, это раздробление, развал России и неопределенная судьба всего этого ядерного оружия. Поэтому это последняя раздробленность России, что мы хотели бы видеть. Нам нужно целостное российское государство и единое правительство в Москве, чтобы оно его смогло сохранить контроль над всем этим ядерным оружием. Вот такая ситуация. Но это не значит, то есть, да, они не хотят раздробления России, но, с другой стороны, я вам рассказывал раньше, они хотят таким образом нанести удар по России, чтобы она на все обозримое будущее не могла представлять никакой опасности ближайшим соседям, а также другим европейским странам. Игнатьев спрашивает, означает ли это, что в наших интересах нужно следить за моментом, когда украинские успехи будут достаточными, чтобы стало возможным урегулирование путем переговоров? Вот вам еще один важнейший вопрос, дорогие друзья, который всех нас интересует. Гейтс. Я думаю, что сейчас ни одна страна, ни одно правительство не настроено на переговоры. То же самое, что говорил директор ЦРУ. Путин считает, что на данном этапе он сможет переиграть Запад. Там при помощи своей мобилизации там, и так далее. Он считает, что время не на стороне Украины. Ну, потому что надеется, что Америка устанет, разброд, шатание на Западе. Но где-то это, да, есть у него такие основания. МАГА здесь работает в Соединенных Штатах, в Палате представителей. Кстати, должен добавить, буквально на прошлой неделе новый председатель влиятельнейшего для Украины комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей, это который чрезвычайно большую роль играет, будет играть в вопросе об оказании дальнейшей помощи. Человек, которого зовут Майк Роджерс, он сказал четко, почти по-военному, надо дать оружие Украине быстро и много, но война должна закончиться к концу этого лета. То есть это где-то вот учитывается, в этих кругах витает мысль, он, кстати, республиканец, как вы понимаете, да, Майк Роджерс, уже витает мысль о том, что
чем дальше этот конфликт длится, тем труднее будет добиваться военной помощи, потому что не то что политики, народ может начинать уставать. Это не критический вопрос, потому что политики всегда повлияют. Мы неоднократно обсуждали, что глобальные геостратегические аспекты вот этой войны, которая сейчас идет на территории Украины, они настолько важны для всего 21 века, что пожертвовать ради ними, ради настроения каких-то реднеков, при всем к ним уважении. Кстати, они себя называют настоящие реднеки, они говорят, да, мы реднеки, ничего, никаких проблем-то нет. Я сдал несколько из них, с моими сыновьями в школу ходили, и говорили, да, мы реднеки. То есть ничего оскорбительного. Так вот, пожертвовать глобальными интересами мировой цивилизации ради избирателей, при всем уважении к ним, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ну как-то оно, понимаете, ну, несопоставимы эти интересы, эти величины. И тем не менее, американцы уже политики, они просчитывают, где возможные подводные камни на пути оказания дальнейшей помощи Украине. То есть надо решать этот вопрос побыстрее, победой решать. Так вот, значит, Путин считает, что его экономика, он наивно полагает, выдержит это больше, быстрее, да дольше, чем украинская экономика, и на Запад устанет и так далее. Вывод. Стратегическая фраза. Внимание. Я считаю, что мы можем поддерживать это, то есть в нынешнем темпе оказания помощи Украине, до конца этого года. Я думаю, что европейцы останутся сильными, едиными. Мы останемся сильными, Соединенные Штаты. Администрация полностью привержена этому. Блестяще. До конца года. О чем сказал и Майк Роджерс. Поэтому стратегия. Большее оружие. Сейчас все необходимое. Таким образом, чтобы нанести поражение Мордору в этом году. Но я думаю, что это хорошо бы и населению, народу Украины. Сколько же можно жить в условиях этого ада. Это проблема, вот он говорит дальше, что если через год эта война будет вяло текущей, как она сейчас, и ни одна из сторон не получит значительного преимущества, и тогда ни одна из сторон, как это и сейчас, не будет заинтересована в переговорах. И может возникнуть тогда ситуация, когда со стороны европейцев может начаться давление на украинцев, чтобы заставить их вести переговоры. То есть это давление со стороны Европы на Украину, может быть, в таких условиях станет достаточно заметным. Поэтому вывод Гейтса. Вопрос о том, когда у нас появится возможность для переговоров, прежде будет полностью зависеть от событий на поле боя. От этого зависит, как долго будет продолжаться конфликт. Но еще важнейший вопрос, который вас, дорогие друзья, всех интересует. Видите ли вы будущее для Украины в качестве члена НАТО? Если нет, какие есть другие достойные альтернативы? Гейтс рассказывает, в 2008 году он был министром обороны. И тогда Буш, сынок, вы помните, он предложил и поставил вопрос о членстве Украины и Грузии в рамках НАТО. Гейтс говорит, что он был скептиком, потому что Франция и Германия категорически выступали против этого. Далее он говорит, я думаю, что в Европе по-прежнему существует значительная оппозиция вступлению Украины в НАТО. И я подозреваю, что она будет и в Сенате США. Сенат важен, потому что именно Сенат рассматривает вопросы международных отношений, не Палата представителей, которая занимается денежными вопросами. Потому что люди должны помнить, в основе НАТО лежит вот какой главный вопрос. Готовы ли страны НАТО послать, вернее, родители в странах НАТО, готовы ли они послать своих сыновей защищать другую страну в рамках НАТО, в частности, Украину? Вот готовы ли немцы, французы, испанцы, итальянцы посылать своих собственных сыновей и дочерей воевать в Украину, за Украину? И я думаю,
что особенно в Европе ответ, скорее всего, нет. А я вам скажу, почему нет. Вот смотрите, меня тоже спрашивают здесь, а почему так готовы были быстро принять Финляндию и Швецию? Потому что они свои люди для этой кампании. Главным образом элита своя, понимаете? Элита. Потому что когда страну принимают в НАТО, там чиновники, их элита будет встречаться и работать с элитой этой новой страны НАТО. Ну и вот вопрос там станет. Все же все видят, все читают и про яйца и так далее. То есть у меня такое впечатление, что вся проблема, вот я вам говорил об этом, это в качестве так называемой украинской элиты. Потому что они же понимают, что, ну, вот пошлю я своего сына или дочь защищать, ну, теоретически, вдруг придется воевать за Украину, а в это время высокопоставленные чиновники Министерства обороны этой страны будут деребанить нашу помощь. Но это просто недопустимо, понимаете? Вот насколько я здесь слышу, понимаю, украинская так называемая чиновничная элита – это чужаки для западной элиты, как бы они ни пыжились. Они могут одеть на себя костюм Армани или Бриони, да? Они могут ездить отдыхать на лучшие курорты мира. Они могут одеть, если не костюм Бриони, то напялить на себя военную эту самую форму, кстати или не кстати. Но это не делает их людьми вот того же круга, понимаете? То есть он может перед камерой, ну, надо официальной встрече и пожать руку, но потом он пойдет в туалет и эти руки помоют. Но это так, когда надо. А вот принять в такую компанию, когда ты можешь сказать, дать команду своим вооруженным силам, ребята, идем туда, будем их защищать. Вот тут-то и все. Вот в отношении Финляндии и Швеции это проходит. А вот в отношении Украины, как он говорит, нет. Поэтому я вам говорил и неоднократно, с моей точки зрения, главный враг Украины – это Путин, а другой, ну даже не буду говорить враг сейчас, другое препятствие, которое стоит на пути принятия Украины в ЕС и в НАТО – это ее так называемая элита. То есть для этого надо победить Путина и смена элиты. И я так вижу, я вижу зародыш этой элиты, прекрасно работающий механизм вооруженной силы Украины, который пользуется полным уважением, полным доверием западной элиты, в частности, Соединенных Штатов Америки. Вот надо просто сделать так, чтобы вся остальная элита стала такой, как вооруженные силы Украины. Слава им! Таким образом, как говорит Гейтс, какие другие, если не НАТО, то что тогда? То есть речь идет о том, что нужны Украине какие-то новые договоренности, двусторонние или, может быть, многосторонние, но не в рамках НАТО, в результате которых Украина будет вооружена до зубов, будет вооружена так новейшей техникой по качеству и количеству, что Москва даже в самом буйном сне ей не померещится, не возникнет поползновение вновь напасть на Украину. Это должен быть военный форпост. Таким, собственно говоря, которым был в свое время Киевская Русь, которая защищала, по большому счету, Византию от печенегов и всех прочих диких племен. Но вот так вот судьба так распорядилась, что через много веков, через тысячелетия спустя Украина опять оказалась на границе между цивилизованным миром и диким табуном варваров, нынешним поколением печенегов и мокши. Как говорит Гейтс, мы не можем допустить ситуацию, в которой русские бы как нависали бы темными огромными силами на восточных границах Украины, ожидая
пока не переоснастятся, переобучатся, пополнят свои запасы вооружений и опять начнут новое нападение на Украину через несколько лет. Мы должны сделать так, чтобы когда бы эта война не закончилась, и когда бы она не закончилась, мы должны иметь такие договоренности с Украиной и так ее вооружить, чтобы она была достаточно мощная, чтобы удержать русских от повторного вторжения. Вот такая, господа, ситуация. То есть вывод, который я мог бы сделать. Нас ждут важные сражения в течение следующих 6 месяцев. Скорее всего, это с конца февраля, может, с начала марта все произойдет. Позиция вооруженных сил Украины предпочтительней, потому что они лучше подготовлены. Они подготовлены, ВСУ воюют, могут воевать так, как еще долго, если когда-либо смогут воевать вооруженные силы России, потому что это против, в принципе, российской системы, не только военной, а вообще системы организации всей власти, всего российского общества. Там, где есть царь вверху, царь в полку, царь в армии, в дивизии, царь в роте и так далее. Без царя они жить не могут нигде. Боевая техника по качеству, я бы сказал, по технологическому совершенству ВСУ будет, оно уже лучше фактически. В количествах оно будет поставлено, и сейчас поставляется самым поспешным образом, с тем, чтобы это успеть сделать до решающих сражений. Затем, значит, враг должен быть разбит. Во всяком случае, полный бланш для освобождения материковой части Украины, то есть всей оккупированной территории на основной материковой части страны. Затем через камушек переходим, и дальше решается вопрос с Крымом. После этого Украина превращается при помощи Запада в мощное современное государство с устойчивой, потому что без устойчивой экономикой она не сможет быть. Должно произойти восстановление страны. Она должна быть частью системы безопасности. Ну, как здесь говорят, вне НАТО, ну хорошо, пусть она станет системой безопасности восточного фланга НАТО. Мини-НАТО, допустим, так, или назовите его как угодно. Но это должна быть система международных гарантий, а самое главное, страна должна быть вооружена до зубов. Она должна быть, ну вот как Израиль на Ближнем Востоке в военном плане, так Украина должна быть также примерно, такой иметь статус на границах с дикими племенами современных печенегов. Вот такая, господа, перспектива. Америка сделала ставку, весь цивилизованный мир сделал ставку. Как я вам сказал, около 50 стран мира отталкивают друг друга плечами, готовы помогать Украине. Америка это все оплачивает, деньги до конца года у нас будут. Да по большому счету, вы видите, как все поставлено, какие интересы поставлены на кон всемирной цивилизации. Поэтому, ну неужели там не сломают большинство в 20 человек группировки магов в Палате представителей? Я не могу просто представить, как это может произойти. Поэтому, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Печенеги будут разбиты, повержены, как когда-то их били древние князья Киевской Руси, в частности, Святослав, который говорил «иду на вы», а не нападал, как тать, разбойник в 4 часа ночи, как подлый убийца. Ну а вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, уверенности в наших силах, и в том, что победа будет за нами. До новых скорых встреч!